Итак, всем доброго времени суток. С нами Дэвид Сеттер. Дэвид Сеттер – журналист, публицист, историк и автор ряда книг о России. Я сразу перейду к первому вопросу. Я прикреплю дальнейшие какие-то материалы о вас, о вашей личности, о вашей истории под видео, как линк, если люди захотят почитать о вас. Но я думаю, вы и так довольно известный человек, что все сразу поймут. Первый вопрос. Что вы можете сказать о русско-украинской войне? Долго ли она будет продолжаться и чем закончится? Если я только знал, но я могу только загадывать. И у меня ощущение, что все-таки накапливают проблемы для русской стороны. Ну, можно сказать, что накапливают проблемы для украинской стороны тоже. Но в самом деле Украина может рассчитывать на том, что люди понимают важность для национального выживания этой борьбы. В России все-таки понятие, зачем они воюют, что это все значит, кому это нужен. Зачем, если это такая патриотический долг, надо так платить людей, чтобы они туда ехали. Это все-таки в нравственном и моральном смысле тяжело. И моральный фактор в войне очень важен. Я надеюсь и верю, что все-таки нравственный приоритет в этой войне, который имеют украинцы, это будет сказывать на ход событий. И проблемы, которые сейчас испытывают русские, они будут, ну, я бы сказал, что нет таких нравственных ресурсов на стороне русских, которые могут дать им стойкость и решимость преодолеть эти нарастающие проблемы. То есть Которые нельзя сказать об украинцах. вы думаете, то есть, что все это затягивание войны и вся эта такая медленная помощь Запада, медленная в кавычках, то есть нам бы хотелось, чтобы сразу все отдали, и Украина в 2 дня все разбила и отбила. Ну вот это затягивание, вот эта медленная помощь, что это все-таки также часть затягивания России в долгие, изнуряющие военные действия. Я правильно понял это начало вашего ответа? Ну, я считаю просто, что проблемы, которые существуют для обеих сторон, они растут, естественно, в обеих случаях, но русские не имеют какие-то нравственные просто факторы, которые могут их укрепить, их дух, их решимость, их желание продолжать. Это единственный, который проявляет в этой ситуации решимость, это сам Путин, потому что он из шкурных соображений, как люди говорят в России. Но в случае Украины это целая нация, которая понимает, что они должны сопротивлять агрессию, и что это вопрос национального выживания. Поэтому я думаю, что хотя эта война, она очень, очень тяжело для обеих сторон, все-таки в моральном смысле Украины
все-таки лучше расположен все-таки принимать эти трудности и их преодолеть. То есть все-таки и это может сыграет главную роль Может, потому что все-таки нравственный фактор в войне, как сказал Клаусевиц или сказал Наполеон, что это как 3 к 1. М, Нравственный против материального. мгм. Но, естественно, как мы знаем, в этой ситуации быть уверенным трудно. Да. Есть тоже фактор отношения западных стран. Настолько они будут стойкие. Но я надеюсь, что здесь в Америке люди будут лучше понимать, настолько это важно, что Россия не победила в этой войне. И все-таки сейчас нарастают в Америке хоть какое-то здравое сознание в отношении к этому конфликту. У вас сложилось такое впечатление, что такое мнение, поддержку Украины, оно наоборот растет в Америке? Я думаю, растет все-таки частично из-за этих успехов, Мгм. и плюс все-таки американцы не глупые, они понимают, что это агрессия. Они видят, что каждый день, который Украина сопротивляет, это показывает американцам, что для украинцев эта война важная, и их национальная идентичность важна. Поэтому это тоже создает впечатление. Я перейду к своему второму вопросу. Спасибо вам за ответ. Не изменит ли США в зависимости от выбранного президента политику относительно сторон этой войны? Это абсолютно трудно ответить на этот вопрос, потому что Трамп, он говорит очень много противоречивые вещи. Мгм. Люди, которые его советуют, они провозглашают совершенно противоречивые идеи. Поэтому мы просто не знаем. Мы знаем, что много из его избирателей, они против того, что Америка продолжала помогать Украину. Они, и здесь мотивы, они сами примитивные. Просто они говорят, что эти деньги нам нужны здесь дома, в Америке. Я не буду анализировать эту идею, кроме сказать, что это не соответствует с действительностью. Но такая идея существует, и есть определенный провинциализм в Америке, и, но и эгоизм. Но я думаю все-таки, что когда Трамп будет президентом, если он будет президентом, и когда он будет опять иметь доступ информации, касающей национальной безопасности и быстро меняющей ситуации, что он будет реагировать, как он реагировал в прошлом, когда он дал разрешение на доставки системы Javelin, который играл очень ключевую роль в защиту Киева. Поэтому я склонен думать, что несмотря на очень необдуманные высказывания Трампа, что если он будет президентом, что помощь к Украине будет продолжаться. Но, естественно, было бы лучше, если он сказал гораздо меньше в смысле
обещанием, что он может покончить с войной в течение 24 часа, которые абсолютно не соответствуют никакой реальности. Уже невозможно, Но невозможными, да? и логика это просто потому, что как будто бы даже Украина и Россия будут делать точно, что хочет Америка в течение 24 часа. Это просто практически бред. Мгм. Но он так говорит, и есть люди, которые поддерживают его, которые хотят это слышать. Но поэтому мы просто в ответ на ваш вопрос, мы просто не знаем, как это будет. Но я склонен надеяться, что даже если победитель будет Трамп, что помощь продолжается. Спасибо вам за ответ. Он довольно-таки обнадеживающий. В принципе, в моем случае я тоже так считаю, что даже если человек использует это как популизм сейчас, чтобы прийти к власти, будучи у власти, имея всю информацию, он просто не может позволить себе пожертвовать такое огромное демократическое государство империи, своего потенциального союзника. Я склонен думать так. Естественно, гарантий здесь нет никаких. И лучше бы Трамп не создал такое отрицательное впечатление, но он сейчас старается завоевать популярность и под влиянием а, 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 следующего выбора может сказать Бог знает что. Мгм. Я перейду к следующему вопросу. Спасибо снова за ваш ответ. Итак, в связи с тем, что вы долго работали журналистом в журналистском корпусе в Москве и были свидетелем распада Советского Союза, ваше мнение особенно интересно в следующем вопросе. Можно ли предположить, что мы на грани распада Российской Федерации? И как в таком случае, с вашей точки зрения, будут развиваться события? Но я склонен думать, что какие-то куски, какие-то республики могут отделиться. Но, в принципе, я не вижу предпосылки для какого-то хаотического развития событий. Чечня, безусловно, должна быть независимой. Есть другие республики, которые хотят выразить себя независимо от России. Но особенно если будут какие-то демократические реформы в России, я не вижу предпосылки для полного распада страны, потому что все-таки это уже налаженная система, и люди уже выросли в этой стране, и это просто спекуляция сейчас. Есть регионы, которые очень страдали из-за этой войны. Не исключено, что там будут сознание, что они были использованы именно как пушечное мясо, и частично из-за их национальной идентичности. Это может, безусловно, провоцировать и мотивировать движение для независимости. Но Россия такая огромная, и там и многонациональная, что несколько наций, которые сейчас находятся внутри так называемой Русской Федерации, могут отделиться и
страна будет продолжать существовать. И, скорее всего, мне кажется, это более вероятно, чем какой-то тотальный распад страны. Все-таки они, и даже факт, что мы сейчас разговариваем на русском, это тоже факт, что для многих других национальных групп Россия является просто их общий язык. Это средство сообщения, это общая культура частично, добавление национальной культуры, конечно. Поэтому самое главное здесь, что Россия развивалась демократично, она в таких условиях будет гораздо более привлекательна для других наций. Несколько из них могут просто добровольно решить остаться в рамках России. Особенно если это становится настоящую федерацию. Сейчас это фальшивая федерация. Но если это будет настоящая демократическая федерация, и эта война, и победа Украины может способствовать этому. Мне было бы неудивительно, если несколько из этих сепаратистских движений, которые сейчас время от времени выражаются, будут просто примириться быть часть Русской Федерации. Это не касается Чечни, естественно, которая все-таки должна быть независимая, имея в виду эту трагическая история. Но самое главное здесь – это изменение в ценности в самой России, признание других людей, признание их прав. Потом посмотрим, что будет. Я думаю, что полный коллапс не будет. Будет, наверное, несколько наций, которые хотят их независимое существование, но Россия сама будет другая. И это, и может быть, не агрессор, но страна, которая имеет способность просто привлечь себе других народов. То есть многие даже в этой, по вашему представлению, возможно такая Россия, которая будет демократическая и в которой народности захотят остаться сами по своему желанию. Вы считаете? Мы бы могли надеяться на это, потому что Россия должна позволить все нации, которые хотят жить отдельно, так жить ради демократизации остальной части страны. Потому что безусловно, они должны тоже принимать международные соглашения и международные признанные границы. Но вы сказали, что Россия должна это делать. Это, в принципе, Дэвид, мы же понимаем, что она давно должна была это делать, признавать международное право, признавать границы, признавать право народов на самоопределение, но она этого не делает. Мы сейчас видим, во что это вылилось. Это началось с Чечни, продолжилось в Грузии. И сейчас это мы наблюдаем, стали свидетелем войны в Украине. Вы все-таки считаете, что демократическая Россия, она возможна, и как, по вашему мнению, такое может произойти? Неужели народ сам
полностью избавиться от этой правящей мафии, потому что мы же прекрасно понимаем, что дело не только в Путине, дело не в Путине и в его окружении, дело в том, что там целые спецслужбы, целая система за ним, которая просто меняет одну фигуру на другую и остается у власти. То есть как возможно будет заменить всю эту зараженную, скажем так, часть этого народа, который у власти, эту мафию, как ее возможно будет убрать оттуда? Ну, здесь война в Украине играет ключевую роль, по-моему. И если украинцы победят, и я надеюсь, что это произойдет, это будет иметь очень серьезное влияние на внутреннюю ситуацию в России. И плюс, как последствие победы, Украина интегрирует полностью в западном мире и становится пример для России демократического развития. Поэтому эта война фактически она очень судьбоносная. Если Украина может победить, это будет иметь глубокие последствия для самой России, потому что раз и навсегда будет ясно, что Россия не может сохранить империю, не может вести себя как имперскую державу, и фактически все, что было сделано в пользу мифического образа страны, который абсолютно терял всякую ценность или реальность. В таких условиях нельзя исключить довольно серьезные внутренние изменения в России. Надо иметь в виду, что все-таки Россия сегодня, она отличается от России 50 лет тому назад, 30 лет тому назад. Сейчас есть худо-бедно средний класс, есть люди, которые путешествуют, есть люди, которые имеют доступ к информации. Но мы говорим, что под влиянием военной ситуации это тоталитарное мышление показывает себя. Но одновременно можно предполагать, что под влиянием крушения в этой войне это тоталитарное мышление будет все-таки переоценено. И мы видели настолько фрагильно общественное мнение в России во время перестройки, распад Советского Союза, как моментально люди, которые были убеждены так, видимо, коммунистами, стали антикоммунистами. Поэтому я думаю, что это не только военная конфронтация между Украиной и Россией. Это тоже борьба для будущего мышления людей на эту часть земного шара. Потому что все, что сейчас олицетворяет Украину, это ментальность, которой тоже может обладать Россию. И фактически это сознание, это понимание, это в корне причин, зато Путин и его банд хотел начать эту войну, чтобы обезопасить себя. Спасибо за ваш ответ, Дэвид. Я перейду к следующему вопросу. Мгм. Я думаю, он так плавно подводит даже к этому вопросу. То, что мы до сих пор, вы то, что сказали, оно подводит нас к следующему вопросу. И Мгм. это
Это вопрос о том, при каких условиях, с вашей точки зрения, у чеченцев появится шанс, что прогрессивная часть международного сообщества, и в частности США, окажет помощь чеченцам в восстановлении своей государственности. Опять мы должны вернуться, по-моему, к вопросу войны русско-украинской. Чеченцы больше всего из всех наций, которые живут на территории бывшего Советского Союза, заслуживают независимость и боролись за это. И я думаю, они будут первые в условиях изменения внутренней ситуации в России, чтобы оставить их независимость. И если это все пройдет демократично, чеченцы могут рассчитывать на помощь западного мира. Потому что есть ощущение все-таки, что чеченцы, они были жертвой, среди первых жертв русской агрессии, русский империализм, русский варварство. Поэтому я первый, который испытывал русские варварство, посткоммунизм, не первый, но среди первых, были чеченцы. И поэтому я считаю, что восстановление независимости, демократические институты, это будет вызывать положительные реакции со стороны Запада, и в условиях трансформации России это будет даже в интересах России, потому что люди, которые имеют демократические убеждения в России, они знают, что насильно привязывать Чечню это только вредит демократию в России, что демократическая страна должна признать право самоопределения даже маленьких наций, которые немногочисленны, и Чечня в том числе. То есть вы считаете, это будет показателем демократического изменения России, если они начнут отпускать заложников малой народности, которые они держат в заложниках? Да, это будет часть общего процесса. Но процесс должен начаться с поражением в русско-украинской войне, который это просто потому, что только это имеет достаточно значения впечатлять русского населения, что дольше жить так они жили, это нельзя, и сейчас надо все-таки пойти на серьезные изменения. Я перейду к своему следующему вопросу, и он немного длинный, я его зачитаю, и звучит он следующим образом. Как вы смотрите на то, что у многих чеченцев бытует мнение, что Запад демонстративно позволил заклеймить нацию международным террористам и оставил маленькую Чеченскую республику на растерзание мощнейшей империи зла? Мало того, помогал этот период этому монстру финансово. Сейчас, по прошествии более 20 лет, более 100 стран признали Российскую Федерацию спонсором терроризма.
Но восстановить статус-кво Чеченской Республики Ичкерия никто не помогает. Такое мнение довольно часто встречается в нашем обществе. Что вы можете по этому мнению сказать? Ну, мы знаем, что России, когда они взрывали эти дома в 99 году и начал Вторую войну против Чечни, они обвинили чеченцев с их преступлением. Россия занималась провокациями в Беслан, в Норд-Ост. Норд-Ост. Они использовали чеченцев, тех, которые были готовы на это пойти. Но в самом деле они фактически участвовали в этих провокациях. И их главный враг был Маскаров, который хотел как-то что-то здесь сделать, чтобы фактически спасти заложников. Но это сложная история, конечно, не каждый человек на Запад понимает. И поэтому эта проблема создания фальшивого впечатления, или, по крайней мере, частично фальшивое впечатление. Шамил Басаев, он занимался с терроризмом, но все-таки идея, что целая нация – это нация террористов, это была работа русской дезинформации. И они используют это до сих пор, потому что они стараются использовать кадыровцев в таких ситуациях, которые будут создать впечатление, что это самые оголтелые террористы, даже если они на стороне Путина. Но сейчас я думаю, что это всегда была большая проблема, что западные люди лицо к лицу с сложной ситуацией будут мыслить в разных клишеях и не будут стараться серьезно разобраться, где ложь, где правда. Но я считаю, что все-таки, как я сказал, что если Чечня сумеет восстановить ее независимость, и я считаю, что путь к этому – это победа Украины в нынешней войне. И если это будет на демократической основе, что, безусловно, западные страны будут помогать и будут благосклонны к этому, к этим событиям. Очень на это надеемся. Давно этого ждем. И не собираемся останавливаться до тех пор, пока это не произойдет. Свободу всему чеченскому народу, свое демократическое независимое государство. Дэвид, спасибо вам большое за ваше время, за ваши ответы. Было очень интересно с вами поговорить. Я надеюсь, это не последний наш разговор. Передаю привет. Я тоже надеюсь, и я желаю всем чеченским демократам самого лучшего и надежды на будущее. Спасибо вам большое. И всем зрителям спасибо, что смотрели нас. И всем всего доброго. Всего доброго.